Здорово, всех вы меня знаете под ником Персик, и я рад записывать этот ролик для вас. Неожиданно для всех официальная группа игры запустила, казалось бы, банальный конкурс, но не с банальными призами. За первое место отдают микрофон, который мне ой как нужен. Думаю, по качеству этого микрофона это понятно. За второе место игровую мышку, вроде бы неплохую. За третье коврик для мышки, получается, и за четвертое 1000 монет. Кому не нужны, господи, сейчас же пасхалки включат. Конкурс делится на 4 этапа, в каждом из которых своя тема для видеоролика и свои правила. В первом этапе нам, участникам конкурса, нужно сделать хороший обзор на игру, показав при этом все преимущества и возможности игры. И самое главное, сделать это непредвзято. Этот обзор я поделю на части, у которых будет свой тайм-код. Либо в описании их, либо в комментариях. Начну я свой обзор с самого главного. Это одна из немногих игр, рожденных на площадке ВКонтакте, что живет до сих пор, и уже на протяжении 8 лет она собирает себе все больше и больше игроков. Кстати говоря, совсем недавно была 8-миллионная установка. А где все плееры? На каких площадках игра только не существует. Она есть и в Steam, и в Mail.ru, в Одноклассниках, в Фейсбуке и на многих других площадках, которые есть в описании. Самое-то главное то, что у компании Novalink есть свой лаунчер, через который очень удобно обновлять и играть в любые игры от одноименной компании. В лаунчере присутствует авторизация через ВК, Mail.ru и Одноклассники. И если вы из Украины и не можете войти через ВК, есть очень много обучалок, как авторизироваться. Кого там еще принесло? А ты здесь откуда? Да вот, поиграть зашел. Ну тогда слушай, а то как ты будешь играть, ничего не зная об игре. Запустив игру впервые, тебя ждет приветственный бонус в виде 20 монет, которых, откровенно говоря, не хватит ни на что. Да погоди ты расстраиваться, возможность поиграть не на блоках у тебя есть, ведь в рюкзаке уже лежит небольшой набор из пушек. Также за каждый новый уровень ты будешь получать монеты, оружие и расходники совершенно бесплатно, и поверь мне, за 2-3 часа активной игры на разнообразных режимах можно спокойно вкачать 10 уровень и забрать все ништяки. Чтобы побыстрее прокачиваться, советую вкладываться в премиум аккаунт. Раз уж речь зашла о разнообразных режимах, проследуем по этому пути. На данный момент в игре доступно 9 режимов, в каждом из которых есть своя фича. Например, битва. Это игра на огромной карте размером 256 на 256 блоков, в большинстве случаев. Есть карты и меньше. Главной целью режима является захват центра карты, но на деле это не так просто, как на словах. На этом режиме игроки делятся на 4 команды по 8 человек в каждой, и всеми силами пытаются не просто захватить центр, набрав 500 очков для команды, но и не дать остальным подойти к нему. Есть режим контракт, где одна из команд заберет титул победителя, набив в общем счете 500 убийств. Также есть режим резня. Та же контра, но на холодном оружии. Гангейм, по моему мнению, один из самых интересных режимов, в котором выиграть можно только благодаря своему скиллу, идя по цепочке оружия, которое дается тебе после определенного количества убийств. Также в игре есть режимы зомби, выживания, доминация, стройка, в которой, кстати, можно придумать и построить свою карту. И кто знает, возможно, именно она станет следующей в списке добавления в игру. Скоро добавят долгожданный режим с техникой, много тематических режимов. Короче, про все эти режимы можно долго говорить, но проще один раз зайти и поиграть. Ты скажешь, ну режимы, ничего необычного. В чем фишка-то? Так вот, в каждом из режимов ты можешь пользоваться блоками и застраивать карту так, как тебе удобно, меняя при этом весь исход битвы. Например, можно построить укрытие, из которого удобно убивать ничего не подозревающих плееров. На битве почувствовать себя шахтером и прийти на спавн команде противника под землей. Строить возвышение, чтобы быть классным снайпером. И много-много всего интересного. Все это зависит от карты, которых в игре очень много, и от его воображения. Перейдем к не менее интересной части – вооружение. В игре существует несколько классов оружия: пистолеты-пулеметы, автоматы, пистолеты и пулеметы, снайперские винтовки, дробовики, холодное оружие и раздел «Разное», который раньше назывался поддержкой. В каждом классе присутствует огромное количество пушек на любой вкус, от стимпанка до Звездных войн, от скалки до бензопилы. И, кстати говоря, практически каждая оружка имеет индивидуальные характеристики, которые можно прокачивать в мастерской. Рассказывать про каждую пушку в этом видео я не вижу смысла, тут либо ждать обзоров, либо искать ТТХ в официальной группе игры. Но есть одна уникальная штука, о которой, как мне кажется, надо знать всем новичкам. В игре нет разброса на большей части вооружения. Куда целишься, туда и стреляешь. Чем это обусловлено, я точно не знаю, поэтому утверждать не буду. Но именно эта возможность когда-то затянула меня в эту игру. Также в игре предусмотрено большое количество расходки: гранаты, РПГ, мины, динамиты, непризнанные плеерами минометы и многое другое. В напряженных ситуациях иногда может спасти твою жизнь. А почему минометы не признаны плеерами?
Нихуя себе, блядь, ебал. Ты, наверное, заметил, что не все пушки объемные, и, наверное, спросишь, почему так? Так вот, все плоские пушки в скором времени будут заменены на те же объемные, и не знаю, насколько эта информация достоверна, для супер олдов игры будет возможность переключения 3D-шек на картонки, но есть ли смысл, если у 3D-шек будет анимация перезарядки и красивые скины? Возник такой вопрос, неужели мне всю свою жизнь ходить в этих одноцветных лохмотьях? Эти, как ты скажешь, лохмотья будут на тебе только первые несколько уровней, а дальше выбирай любой из скинов, который здесь хоть жопу жуй. В данный момент скинов настолько много, что глаза разбегаются, какой же из них красивее. Но в блокаде есть один огромный плюс, связанный со скинами. Практически каждый скин имеет свои способности. Так, например, Дэдпул восстанавливает 3 хп в секунду. Советские скины имеют 5% защиту от взрывов и урона и увеличивают наносимый урон у советского вооружения на 7%. Токсик защищает от газа и много других способностей, о которых наконец-таки можно прочитать в самой игре после выбора скина. А можно ли совместить несколько скинов, чтобы сделать один уникальный? В глобальной версии игры такая возможность есть, но перенесут ли ее в классик, пока непонятно. А как мне зарабатывать монеты? Хочу купить весь магазин, но этот еврей, что живет внутри меня, не хочет донатить в игру. Ну, донат — это самый легкий способ заработка монет, но иногда за Real Money можно купить предмет с боевого пропуска, если ты вдруг его не прошел ранее. Самый простой способ заработка монет без складывания своих шекелей — это ежедневный вход в игру. Каждый новый день ты будешь получать предмет из окошка и одну монету. Скажу небольшую хитрость, предметы из окошка можно забирать через 12 часов. В главном меню ты, наверное, заметил манящую кнопку турнира. Так вот, это еще один из способов заработка монет. Существуют ежедневные и еженедельные турниры, в которых наибольший куш забирают те, кто набрал больше всего опыта за отведенный промежуток времени. Также можно проходить ежедневные миссии, в основном их выполняют для получения опыта, ну и монетка на полу просто так не валяется. В последнее время все чаще запускаются различные конкурсы, за победу в которых вы можете неплохо подзаработать. Конкурсы, конечно, однообразные, но иногда администрация придумывает что-то сюжетное, где появляется огромное желание не просто победить, но и удивить всех, просмотревших твою работу. На Новый год и Хэллоуин запускают пасхалки, поймав которую вы получите горстку монет. В среднем за период пасхалок можно заработать от 300 монет и выше. Иногда включают призраков, убив которых вы получаете опыт, нужный для левел-апа, а уже за него получите монеты, которые будут равны вашему уровню. А ты вот что-то про боевые пропуски сказал. Это что? Ну, с недавних пор в игру начали добавлять тематические боевые пропуска. Непонятно, правда, откуда берутся эти темы, но купив и пройдя которые, мы не просто их окупаем, но и выходим в огромный плюс, так как получаем не только потраченные монеты обратно, но и новые скины, оружие, расходку и премиум. Огромный плюс этих пропусков в том, что его можно купить за внутриигровую валюту, заработать которую не так уж и сложно. Плюсом можно отнести и то, что с добавлением новых пропусков в игре появляются новые тематические режимы, новые возможности и интересные механики. Ну и пройдемся по мелочам, которые не очень важны, но о них будет полезно знать. В игре есть 6 текстур-паков, из которых мне нравятся только 3. Поменять их можно в разделе опции. При стрельбе в противника вы будете видеть, сколько именно урона было нанесено. Если такая функция вам не нужна, ее можно отключить в тех же опциях. В игре есть кланы, но сейчас они бесполезны и ничего кроме приписки справа от ника не дают. Каждое оружие в игре имеет свое описание, зачастую оно забавное. На приват-серверах можно создавать режимы битвы и контра, но для последнего необходимо купить специальный слот. В магазине есть мегапак, купив который вы получите все вооружение, которое когда-либо выходило и будет выходить в игре. В мегапак не входит оружие из лимитированных и эксклюзивных изданий. Каждый год цены на скины растут в непонятно какой прогрессии. На этом мой обзор окончен, надеюсь, он был хоть немного полезен, я смогу побороться за главный приз. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки на видео и на запись обсуждений, каждому буду рад. Все полезные ссылки в описании, всех обнял, приподнял, до скорых встреч. Покажи хоть что ты там написал.